Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня, прежде чем предложить связать вот такого вот гусенка, я немного приболела, у меня поменялся голос, поэтому простите. Я хотела поблагодарить, у меня сегодня небольшой юбилей, 10 тысяч подписчиков на моем канале. Я очень рада и благодарна каждому подписчику, каждой мастерице, которая пишет мне такие замечательные благодарности. Это даже не передать словами, какая-то мотивация для меня. Даже те негативные комментарии, которые редко, но идут в мой адрес, пишут в мой адрес, они перекрываются многочисленными вашими благодарными сообщениями. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо, что подписываетесь на мой канал, что смотрите его, что вяжете по моим мастер-классам. Конечно, бывают погрешности. Все мы люди, я, может быть, неправильно смонтировала, может быть, неправильно услышала, потому что, ну, это, конечно же, колоссальный труд. Я работаю над своим каналом, я очень много работаю, и я хочу, чтобы мой канал приносил мне доход. Это естественно, да. Но и поэтому, возможно, бывают какие-то погрешности. Заранее я прошу прощения. Но я всегда, если люди спрашивают, что где-то какая-то ошибка, я обязательно пересматриваю свой мастер-класс, обязательно пишу свои ошибки и стараюсь, конечно же, вас информировать как можно быстрее. Вот, поэтому спасибо за ваше терпение, спасибо, огромная благодарность за ваши, за лайки ваши. В общем, всем вам огромное спасибо. Вот, я достигла первой своей маленькой цели. Вот, до конца года у меня поставлена определенная цель, я к этой цели иду, поэтому, пожалуйста, поддержите меня, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока появилась такая возможность, и я могу с вами пообщаться, хочется немножко сказать про негатив и про то, что у меня возможно похожие игрушки, ну невозможно, а похожие игрушки я вяжу, и уже поступило у меня несколько мастериц, которые писали, что я украла у них схемы. Вот. Хочу сказать, что все игрушки друг на друга похожи. Я свои мастер-классы и свое вдохновение беру на Пинтересте. Возможно, попадались, и невозможно, а точно попадаются разные похожие игрушки или другие изделия. Вот, но хочется сказать, что простите, хочется сказать, что еще раз повторить, что я не покупаю схемы, и, возможно, есть похожие варианты. Но это не говорит о том, что это я не могу, у меня не получится связать петелька в петельку, если я не знаю схемы. Я не смогу связать точно такую же игрушку, например, которую, где меня обвиняют, допустим, в том, что я там украла схему. Вот. И такие высказывания негативные. Я сначала отвечала на эти комментарии, пыталась оправдаться, потом просто удаляла и блокировала этих девчонок. Не хочу, ну, игрушки настолько, они все практически одинаковые, ну, можно сказать даже, что кольцо Амигуруми я украла у нее. То есть такое ощущение, что, ну, все начинают игрушки с кольца Амигуруми, с прибавок сначала, потом через один. То есть, в принципе, везде Амигуруми, они вяжутся практически одинаково. Есть где-то там расхождение, но это не значит, что я украла ее схему или там еще что-то. Я вяжу, ну, как бы, вяжу по картинке, и все равно схема. Есть девчонки, которым не нравится видео, нравятся именно схемы. Они экономят свое время и не хотят смотреть ролики, а просто
покупают схему готовую и вяжут, экономя время. Другим нужно видео, другим нужно смотреть, другие учатся. То есть, ну, на каждый товар, как говорится, есть свой покупатель. Поэтому не нужно говорить о том, что я где-то что-то ворую. Конечно, это мне неприятно, но я прекрасно понимала, что такой вариант возможен. Вот, поэтому я готова к этому. Вот, я же говорю, что единственное, что я блокирую таких людей. Не буду отвечать и оправдываться ни перед кем. Вот, свои мастер-классы я ни у кого не беру, тем более такие простенькие. Вот, здесь, в принципе, допустим, даже у этого гуся, ну, таких гусей очень много. Ну, я просто захотела сделать свой вариант. Кто захочет, свяжет такой вариант, как у меня. Кто не захочет, возьмет схему бесплатную, либо платную. То есть, ну, у каждого есть свои постоянные подписчики, постоянные покупатели. Вот, я захотела развивать свой канал именно бесплатными мастер-классами. Как я уже говорила ранее в своем влоге, что я свой канал хочу развивать именно бесплатными мастер-классами. Возможно, да, кстати, те мастер-классы платные, которые, там нет погрешностей, там нет ошибок. Вот у меня ошибки возможны, потому что, ну, я человек, конечно же, и я могу что-то сказать. Вместо столбика без накида я могу сказать машинально столбик с накидом. То есть, ну, и в этом нет ничего страшного, все мы люди. Человек написал комментарий, задал вопрос, я ответила, все, без никаких либо вопросов. Вот, и без никаких претензий. Вот, поэтому я считаю, что каждый должен не смотреть на кого-то, кто-то что-то украл, а развивать свои странички, свои каналы. Вот, и у каждого канала будет свои постоянные клиенты. Вот, поэтому я надеюсь, многие меня поняли. Ну, а сегодня я хочу предложить вам связать вот такого вот гусенка. Гусь, он тоже пришивается здесь только крылышки, все остальное вывязывается. Вяжется тоже он очень легко и быстро. Глазки здесь 8 миллиметров. Шарфик, ну, как для украшения, можно связать, не обязательно. Вот, поэтому вывязываются лапки, вывязывается хвостик, пришиваются только крылышки. Вот такой вот гусь. Конечно, гусей очень много на разных каналах. Ну, просто захотелось связать и поделиться своей гусем. Размер этого гуся 18 сантиметров. Вот. И давайте посмотрим, какие нам необходимы материалы. Нам необходимо, в этот раз я буду вязать светло-серой пряжи. Это желтая для клюва и лапок. Дальше вяжу я крючком номер 4. Глазки возьму в этот раз голубые, 8 миллиметров. Дальше понадобится иголочка, ножнички и зажигалка. Чтобы прижигать, я всегда прижигаю глазки. Давайте начнем. Итак, начинаем вязать тело. И начинаем с клюва, с желтой пряжи. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Вот провязали мы кольцо амигуруми. Теперь второй и третий ряд провязываем без прибавок и убавок 6 столбиков без накида. Хвостик ввязываем. Я ставлю маркер в первую петлю. Вот, и провязываем без прибавок и убавок .
Вот. И еще один ряд давайте провяжем, 6 столбиков без накида. Итак, провязала я 6 столбиков без накида, второй и третий ряд. Теперь меняем ниточку. Я обрезаю хвостик. Я прошу прощения, приготовила уже серую пряжу под цвет гуся, какая у вас, и теперь начинаем вязать. Последнюю петелечку я снимаю. И довязываю уже светло-серенькой пряжей. И теперь четвертый ряд я провязываю в каждую петлю 2 столбика без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И 6. В конце ряда у нас четвертого получается 12 столбиков без накида. Хвостики я завязываю. И теперь пятый ряд провязываем так. 3 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. 1, 2, 3. Дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываю 1 столбик без накида. Дальше провязываю 2 прибавки подряд. И в следующую прибавка. Дальше 1 столбик без накида. В следующую прибавка. И дальше провязываем 3 столбика без накида до конца ряда. Хвостики давайте туда спрячем. И как раз это будет как наполнитель для клюва. Во. Вот. Вот такая деталь у нас получается. Теперь 6 и 7 ряд провязываем без прибавок и убавок. 16 столбиков без накида. В 5 ряду у нас получается 16 столбиков. И 6 и 7 ряд провязываем 16 столбиков без накида. Итак, провязала я 6 и 7 ряд. Вот такая вот у нас деталь получается. И теперь на этом этапе мы вставляем глазки. Так, я беру глазки, беру наши зажимчики. Итак, глазки мы вставляем там, где мы делали с вами прибавки между 5 и 6 рядом. Наш маркер, он находится внизу по центру. Вот наши прибавочки. Вот первая прибавочка. Вот первая прибавочка, вот вторая прибавочка. Там, где были 2 прибавки подряд, отсчитываем еще по столбику. Вот. И 6 столбиков у нас между глазками. Вставляем между 5 и 6 рядом. Вот сюда. Ой. И второй. Вот последняя прибавочка. Вот сюда. Вот так. То есть между 5 и 6 рядами. И вот прибавочки 2.
и по столбику, там, где мы вязали. И вот за столбиком мы ставим, то есть между глазками на 6 столбиков получается. 2 прибавки и вот по разные стороны столбики. Все. Я их зажимаю. И прижигаю. Всегда прижигаю. Все, вот так прижгла глазки. Теперь они точно не выпадут. Вот так смотрится снаружи. Итак, дальше. Итак, 8 ряд провязываем так. Снимаю маркер и провязываем 8 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше провязываем 2 убавки за передние полупетельки. Первая убавка и вторая убавка. Дальше до конца ряда провязываем Итак, провязав до конца ряда 4 столбика без накида, в 8 ряду у нас получается 14 столбиков. 9 ряд провязываем 1 столбик без накида и ставлю маркер. Дальше вяжем по схеме. 1 столбик без накида, убавка. Опять 1 столбик без накида, убавка. Дальше опять 1 столбик без накида, убавка. Это уже третье повторение. И 1 столбик, убавка. Так мы должны повторить 4 раза и в конце провязываем 1 столбик без накида. Вот. Дальше 10 ряд. Снимаю маркер и провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. И убавка. И еще раз 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и убавка. В 10 ряду у нас получается 8 столбиков. Дальше 11, 12, 13, 3 ряда мы должны провязать 8 столбиков без накида, шейку. Давайте провяжем. Итак, провязали мы шейку. Теперь 14 ряд. Провязываем все прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. И нам нужно провязать 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Это уже вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая
И так до конца ряда. Давайте провяжем. Вот 15 ряд. Провязываем 1 столбик без накида. Ставим маркер в первую петлю. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик без накида. Прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нам нужно провязать до конца ряда. В 15 ряду у нас получается 24 столбика без накида. Итак, провязали. 16 ряд провязываем так. 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3 и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В 16 ряду у нас должно быть 6 повторений и 30 столбиков в конце. Дальше 4 ряда мы провязываем 30 столбиков без убавок и прибавок. 17, 18, 19 и 20. Давайте провяжем. Итак, провязала я 20 рядов. Я набила уже голову и шейку. Я прошу прощения. Я набила голову и шейку. Вот. И теперь 21 ряд. Провязываем так. 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Три и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В 21 ряду у нас получается 24 столбика. И дальше 22 и 23 ряд, 2 ряда мы провязываем 24 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, вот такая деталь. 24 ряд. Провязываем так. 1 столбик без накида и ставлю маркер. Первую петлю. Дальше провязываем убавку. Дальше провязываем еще одну убавку подряд. Дальше провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше провязываем 2 убавки. Первая и вторая. Дальше до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. Пять, 6 и 7. Последняя. Итак, в 24 ряду у нас получается 20 столбиков по кругу. 25 ряд. В 25 ряду мы будем с вами вязывать ножки, поэтому давайте приготовим желтую пряжу и начнем. Итак, 25 ряд. Снимаю маркер и провязываем 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Дальше 2, 3, 4 и 5. Пятую не довязываем, меняем ниточку на желтую. Вот 5. Дальше провязываем шестую петлю желтой пряжей. Вот. Дальше набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
третью петлю воздушную я провязываю столбик с накидом. Раз. Дальше второй столбик с накидом в эту же петлю, в третью. Дальше 2 воздушные и столбик без накида в третью петлю. Теперь по цепочке провязываю еще 2 столбика без накида по цепочке желтой пряжи. Раз и 2. Дальше серую ниточку мы не обрезали. Дальше в следующую петлю я ввожу рабочую нить, вывожу, а провязываю уже серой ниточкой. Вот так. Первую лапку мы с вами провязали. Дальше провязываем по туловищу 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Третью я не провязываю. Меняю ниточку на желтую. И в следующую петлю я провязываю столбик без накида. Дальше провязываю 6 воздушных петель. И вот в третью петлю от крючка я провязываю 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушные и в третью петлю столбик без накида. Дальше по цепочке я провязываю 2 столбика без накида, 1 и 2. Вот такая лапка получается. Теперь на туловище переходим. Я ввожу в туловище крючок, вывожу желтую пряжу, а закрывать мы уже будем серой. И дальше до конца ряда я провязываю столбики без накида. Там будет 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, провязали мы ряд. Вот такие ножки у нас получаются. Желтую я пряжу обрезаю. Внутри фиксирую. Все, и провязали мы 25 ряд. 26. Итак, набила я уже туловище. Вот, и давайте с вами провяжем 26 ряд. Снимаю маркер. И провязываем 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1 и 2. Дальше провязываю 2 убавки. Раз. И 2. Дальше провязываю лапку вот так на тело ложу и провязываю, вот чтобы лапка нам не мешала и была наклонена в правильном направлении. 1, 2, 3, 4, 5, и
провязываем 6. Тоже лапку наклоняем, и вот петелечка наша. 6. Провязали. Дальше провязываем 2 убавки. 1 и 2. Вот. И дальше до конца ряда провязываем 4 столбика без накида. В конце ряда у нас получается 16 столбиков. Вот лапки у нас вот так вот выглядят. 27 ряд. Итак, 27 ряд провязываем так. Снимаю маркер и провязываем 1 столбик без накида. Ставлю маркер. Дальше провязываю 1 убавку. Дальше провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше провязываю убавку. И в конце 4 столбика без накида. В 27 ряду у нас получается 14 столбиков. Теперь 28 ряд провязываем 7 убавок. В каждую. 7 убавочек подряд. Первую петлю ставлю маркер. Так. Не очень мне сейчас удобно. Ну, в общем, вы поняли, да? В каждую без пропусков мы провязываем. Ну, не в каждую, я имела в виду, что 7 убавочек подряд мы провязываем. Это будет 2-я убавочка. 3-я. 4-я. 5-я. 6-я. И 7-я убавка. Итак, в 28 ряду у нас получается 7 столбиков без накида. Давайте набьем хвостик холофайбером и дальше будем провязывать. Набила я холофайбером тело, снимаю маркер и первое вот напротив, видите, у нас идет конец ряда, а нужно, чтобы у нас конец ряда был сбоку. Для того, чтобы вывязать хвостик, мы должны провязать вот на боковую часть, сместить ряд, поэтому 29 ряд провязываем так. 1 столбик без накида и 2 столбик без накида.
Все, вот мы сместили на серединку нашего ряда. Теперь разворачиваем и провязываем, соединяем две стороны вместе. Вот 1, 2 и 3. Вот получилось у нас 3 петельки. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю еще одну воздушную петлю. В первый столбик я провязываю 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик без накида. Провязали мы в одну петлю. Дальше 2 воздушные, накид. Во вторую петлю провязываю 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушные и столбик без накида в петлю. И в третью петлю я провяжу 2 воздушные петли, в третью провязываю 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, 2 воздушные и столбик без накида. Отрезаю ниточку и закрепляю. Все, хвостик наш готов. И теперь давайте спрячем ниточку. Я снимаю немного пушка и просто в тело ввожу хвостик. Вот. И вывожу в любое место. Вот, подтягиваю. Можно еще раз повторить. И еще раз. В общем, путаем ниточки. Обрезаю хвостик. Все, наше тело готово. И теперь давайте свяжем с вами крылья. Итак, начинаем вязать крылышко. Набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше второй ряд провязываем 6 столбиков без накида. Ввязывая хвостик, ставлю маркер в первую петлю и провязываем 6 столбиков без накида. 2, дальше 3, 4, 5 и 6. Выворачиваем деталь. Третий ряд. Снимаем маркер и провязываем 1 столбик без накида плюс прибавка. В первую петлю ставлю маркер, в следующую провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Начало очень сложное, поэтому прибавка. 1 столбик с накидом, следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 1 столбик
без накида и в последнюю прибавка. В конце ряда у нас получается 9 столбиков без накида. Снимаю маркер, 4 ряд, провязываем 4 прибавки подряд. В первую петлю ставлю маркер и провязываем 4 прибавки подряд. Дальше провязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше в конце ряда у нас 4-го получается 13 столбиков. 5 и 6 ряд провязываем без прибавок и убавок, 13 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, вот такая деталь получается. 7-й ряд провязываем так. 1 столбик без накида, ставлю маркер. И убавка. Дальше 1 столбик без накида. Убавка. 1 столбик без накида. Убавка. 1 столбик без накида и убавка. То есть 4 убавки нужно провязать по схеме. И в конце провязываем 1 столбик без накида. В конце ряда у нас получается 9 столбиков. Теперь снимаю маркер и провязываю, соединяю 2 детали, 2 стороны одной детали вместе. Ввожу крючок в 2 петелечки и так вот, и провязываю, соединяю вместе. Крылышки мы не набиваем холофайбером. У меня получилось 4 столбика. Вот такое крыло. Значит, обрезаю ниточку подлиннее, чтобы пришить. Для пришивания оставляю. Все, вот такое вот крылышко получается. И второе нужно связать точно такое же крылышко. Давайте свяжем. Итак, связали мы 2 крылышка. Вот они так выглядят. Вот эти вот холмики — это прибавочки. И вот эти холмики, прибавочки, мы должны их пришивать вот так назад. Пришиваем мы на серединке. Вот по серединке, за полупетельки с одной и с другой стороны. И вот ровненько вот так вот пришиваем. Давайте пришьем.
Итак, пришила я крылышки с двух сторон. Думаю, у вас все получилось тоже. Вот такой вот гусь получается. И теперь давайте последний штрих, это шарфик. Шарфик я уже вам не показывала, потому что набираем 31 воздушную петлю и со второй петли от крючка провязываем 30 столбиков без накида. Все, ниточки прячем, и вот такой вот шарфик получается. Очень примитивный, но очень, я думаю, украсит шейку нашему гусю. Так, это надо поубирать все. Вот. Все, вот такой вот гусь получается. Давайте посмотрим на первого. Вот такие вот два гуся получаются. Они абсолютно одинаковые. Вот так, если смотреть. Получились. Вот если вам понравился мастер-класс, вяжите с удовольствием. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых мастер-классов. Пока-пока.